Всем привет! Сегодня 12 ноября, мой день рождения, и я это считаю отличным поводом для того, чтобы сделать себе хороший подарок. Это будет нож, и естественно для такого события это не мог быть просто нож, пусть даже и очень дорогой. Этот нож имеет маленькую и, возможно, имеющее значение только лишь для меня самого, но историю. И поэтому перед тем, как я открою эту посылку, я хочу немножко рассказать вам о том, откуда я вообще узнал об этом ноже и как он засел у меня в голове. Не зря для вскрытия этой посылки я приготовил вот этот шикарный нож от фирмы Hog, модель EX01, дизайна Алена Илишевица. После того, как год или чуть больше назад у меня появился этот нож, я стал очень плотно и активно интересоваться дизайнами складных ножей Алена Илишевица. До этого момента я уже был с ним знаком, но больше в контексте фиксидов. Познакомившись с Хогом EX01, я оценил этого мастера и с точки зрения складных ножей. И вот в очередной раз, просматривая интернет, мне на глаза попался просто огромный складной нож с таким гигантским флипером, который имел очень ярко выраженные черты дизайна Алена Илишевица, но в то же время он довольно сильно отличался и имел какое-то свое лицо. И, естественно, это было не просто так, это было обусловлено тем, что тот нож был создан в сотрудничестве с ножевым дизайнером, о котором я до того момента никогда не слышал. Его зовут Les George. И меня очень заинтересовал этот нож, но для меня он был просто каким-то громадным и просто не подходил, не укладывался у меня в голове в виде какого-то складного ножа, который можно носить на кармане. Но этот дизайнер, Les George, это имя, оно меня очень зацепило, и я пошел на его веб-сайт. Там я начал просматривать модели ножей, которые он делает, и увидев один нож, я про себя так вскользь подумал, неплохой такой ножик. И все, и после этого я ушел с этого сайта. Но постоянно, когда задумывался над тем, какой бы хороший нож мне бы хотелось иметь, я всегда возвращался к этому ножу, который я так мельком увидел. Он настолько сильно засел у меня в голове, что по прошествии какого-то времени я стал перекапывать интернет, искать каких-то продавцов и возможности, чтобы купить этот нож. Но, к сожалению, этот нож не является массовым производством, и купить его довольно сложно. Он выпускается небольшими партиями и сразу же расходится через официальных дистрибьюторов. И одним таким официальным дистрибьютором является сайт monkeyedge.com. Я подписался на рассылку в monkeyedge.com, на email рассылку, чтобы они дали мне знать в тот момент, как появится этот нож. Я помню, что один раз получил email, но увидел его слишком поздно, то есть несколько часов после этого. Они там получают, может быть, 1, 2, 3 ножа, может быть, и раскупается очень быстро, поэтому реагировать нужно быстро. Но по прошествии нескольких часов я увидел email, естественно, опоздал. Потом я помню такой момент, не знаю, каким-то таким непонятным чувством, я проснулся ночью от того, что на мой мобильник пришел новый email. Обычно я не просыпаюсь от этого звука.
Я открыл его и увидел, что пришел этот нож на Monkey Edge. Я подскочил с кровати в 3 часа ночи, ломанулся к компьютеру. Но за то время, как я бежал к компьютеру, все уже были раскуплены. Вот такое западло. После этого был какой-то период, что я был практически в отчаянии и почти купил этот нож на eBay у какого-то барыги, переплатив в 2 раза больше его стоимости, но что-то меня удержало. И ну, вот волей такого счастливого случая я поделился своими переживаниями и вот желанием приобрести этот нож с моим другом, который тоже очень любит ножи, живет у нас в Израиле, его зовут Вадим. Я попросил Вадима, что если вдруг он увидит этот нож в продаже, чтобы обязательно сообщил мне об этом. И вот, ну, это была такая судьбоносная просьба, видимо, вот все прям так, все звезды вот так сошлись. И этот нож появился у одного из официальных представителей. Естественно, ну, время на раздумие просто не было. Нож продавался по той цене, по которой он идет от производителя. Он стоит $475. И я, не задумываясь, его купил, так как ну, это был, наверное, самый желанный нож последнего года. Ну а теперь давайте открывать посылку. Не пойму, как она открывается. Ну, в лучших традициях дорогих, качественных тактических ножей этот нож идет в очень простой белой коробочке. И вот так вот он называется. George Knives Project VECP. Давайте на него посмотрим. У меня просто руки трясутся, сумасшедшее переживание, потому что, ну, вот реально, этого ножа я вот ждал больше всего. Вот так вот, на первый взгляд, очень просто выглядит этот нож, но меня он вот настолько зацепил, что ну, я такого даже не припомню ни с одним ножом. Существует также Fixit версия вот этой модели, но она немножко меньше, чем даже складной нож, и поэтому, ну, вот, даже во время поисков этого фолдера я не сорвался на то, чтобы купить Fixit. И в принципе не жалею. Сталь здесь Carpenter XHP. Одна из самых шикарных сталей, которая есть на рынке на данный момент. Клинок. Возможно, немножко не по центру. Или, да нет, по-моему, четко по центру. Ход
ходу клинка как по маслу. Замочек заходит на самое начало. И вот здесь вот я довольно сильно переживаю, потому что, ну, насколько бы мне не хотелось обладать этим ножом, был один такой тревожный случай у ютубера с ником jdavis882, когда этот нож сложился ему на пальце. И поэтому вот как бы мне было не жалко, но сразу из коробки я хочу развеять мои сомнения по поводу того, сложится ли он. Опа. Складывается. Поэтому вот такая ложка дегтя в моей бочке меда. Но, насколько я знаю, Les George знает об этой проблеме. То есть вы видите, насколько мало фрейм заходит на пятку клинка. И поэтому на данный момент эта проблема, ну, случалась уже у нескольких людей. И он бесплатно все это починит. Придется отправить ему этот нож на ремонт. Вот так вот. Ну что ж, я в любом случае очень рад. Я уже являюсь обладателем этого ножа. Вот эта вот маленькая недоработка будет устранена без малейших вопросов. И все, и нож вернется ко мне, будет меня радовать. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что разделили со мной эту радость. Пока, бай-бай. Ну, как вы понимаете, я был очень неспокоен после увиденного, и после того, как выключил камеру, продолжил рассматривать этот замок и стучать обухом по деревяхе. И, не знаю, буквально через минуту ситуация разрешилась, и на данный момент, обратите внимание, замок держит намертво. И я очень рад этому факту. И просто, ну, то, что я увидел, что, видимо, замок, когда был новый, может быть, было там немножко смазки, и он очень мало заходил на пятку. А сейчас, после нескольких ударчиков, возможно, это тоже помогло, он стал заходить чуточку дальше. И сейчас, ну, я не говорю про такое вот инерционное открывание, так вот он захлопывается намертво, но даже просто пальцами обычное открытие и потом стучание по деревяхе. Сейчас поудобнее возьмусь. Ну, я прилично прилагаю усилий. И поэтому, слава богу, нож никуда не едет, остается у меня. VSCP, моя мечта воплотилась. Я сейчас держу ее в руках и очень этому рад. Большое спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.